Привет! Аквариум, который за мной, я запустил в июне 2024 года. То есть прошло уже около 9 месяцев, достаточно символичных 9 месяцев. Советую смотреть видео до конца, потому что где-то в середине видео я скажу мудрую мудрость, которая будет полезна новичкам и начинающим в морской аквариумистике. Когда я запускал этот аквариум, план был такой, что будут жить пара клоунов и мехкота, а потом чуть-чуть аквариум разгонится, созреет, стабилизируется. Помалу начну засаживать ЛПС кораллами, пару-тройку ауфилий, гониопор, таких дорогущих, супер ярких. Сделаю аквариум небольшого объема, но такой, знаете, супер топчик. Как у одного доброго человека в Инстаграм, очень люблю и уважаю его, вот ссылка на Инстаграм, вот такой аквариум примерно я хотел себе. Ну, конечно же, все не по плану, иначе было бы неинтересно. Все эти ЛПС кораллы стоят куча денег, нужна дополнительная автоматизация, химия, добавки и тому подобное. А главное, много времени и души. А в реальности времени нет. Жилье съемное, и притом уже один раз этот аквариум пришлось перевозить. Про бюджеты и деньги даже говорить не буду и не хочу. А также сейчас я вышел из статуса профессионал-аквариумист и поменял сферу деятельности. И теперь я хоббист-любитель такой, как и вы. И теперь я могу говорить и делать то, что я хочу. Даже, может быть, это будут глупости, которые на голову не налазят. Итак, за то, что пошло не по плану. Были такие моменты, когда все хотелось к такой-то матери слить. Ну, блин, это же мое хобби, а без хобби человек, это ж не человек. Появился другой план. Думаю так, оставить саркофитоны, чтобы дать разрастить бриариумом. Хочу, чтобы бриариум заросли да нельзя. И чтобы зарос и пол, и задняя стенка, и боковая стенка, чтобы были одни бриариумы. А потом убрать сарки, потому что к тому времени они будут просто очень большие и не для этого аквариума. Пока жду, когда бриариумы захватят побольше пространства, но оказалось не так это все и быстро. Недавно подсадил 2 апогонов, и аквариум прямо жил. Мне это понравилось, и пришла мысля насовать живности в тот аквариум так, чтобы он весь кишил и шевелился. Пишите в комментариях, что вы думаете о таком небольшом аквариуме, в котором много всякой живности. Понятное дело, что хочу не просто насовать, а чтобы оно все жило и терпело все это общежитие. И даже начал пересматривать видео, старое видео с канала с Андреем Мохом, когда он рассказывает, каких рыбок выбрать. Ссылка вот вверху. Мудрая мудрость для новичков. В маленьких объемах, например, такой как у меня, все рассказы о созревании, о стабильности, о том, что нужно подождать какое-то время, чтобы аквариум созрел, вызрел. Все это полнейшая чушь. В такой системе какой-то стабильности и инерции нет совершенно. Достаточно несколько дней, чтобы вы забили на аквариум, перестали что-то доливать, что-то мерить, и все, и бах, 1-2 дня аквариум скатывается в полнейшую жопу. Пример на моем опыте, вот буквально несколько дней. Все скукожилось, пошло циана, все саркофитоны закрыто, пошло циана. Я понимаю, что что-то не так. Что у меня не так? У меня просаживается фосфат или нитрат. Но времени или желания заняться решением вопросом совершенно нету. Нужно, можете подчеркнуть. Наконец проходит время, доходят руки, аквариум начинаешь жалеть, начинаешь лить, мерить, мыть губки, делать подмены, сифонить. Делать процедуры, которые нужны в том или ином случае. Мои саркофитоны неделю полнейшего трэша выдерживают и оживают буквально за несколько дней. Если бы были эуфили, они бы моментально после вот этих всех скачков и просадок посыпались бы и погибли. Так что если вы осознанно идете на вот такие небольшие маленькие аквариумы, в таких системах нужны мягкие кораллы. Притом не все мягкие кораллы, достаточно дубовые, такие как саркофитоны. Интересный факт, что бриариум выдерживал все вот эти вот перепады. Когда саркофитоны стояли вот такие скукоженные, когда все папайя до сих пор не отошла. Папайя, саркофитоны, все скукожилось и стояло просто вот такое вот. Бриариумы пофигу. Поэтому я и хочу зарастить все бриариумами, потому что я понял и увидел, что это самый дубовый коралл. И вот если зарастить полностью этот коралл бриариумом, будет красиво. Как в принципе я видел в Инстаграме, тоже поищу, постараюсь найти ссылку на этот Инстаграм. Что такое большой или маленький аквариум? Я считаю, что до 250 литров аквариум будет всегда вот так прыгать. Теперь про живность. Думаю, что добавить. Вопрос с сеткой так я не решил. Так что по рыбкам выбор совсем небольшой. Те, которые не самые такие летучие. Кроме рыбок хочу добавить крабиков, улиточек, креветочек и прочего такого, чтобы что-то копошилось и жило.
Но никаких креветок докторов Дибелиусов, прочих крокодилов. Они, не люблю их, они наносят только вред. Отшельники обычные тоже это трешняк, они могут жрать кораллы, они будут все валять, тоже и могут улиток беспокоить, портить и даже есть. Делитесь, пожалуйста, опытом, каких козявок вот таких, которые будут безвредны, можно содержать в небольшом аквариуме. И чтобы это все взаимодействовало. Очень интересен ваш опыт. Спасибо и пока-пока.